Осложнение – это то, что нужно знать каждой клиентке и каждому хирургу. Когда мы устанавливаем имплант в тело, то наш организм образует специальную оболочку. Эта оболочка очень похожа по толщине на перчатку. Как это выглядит, я покажу очень просто. Вот мы установили имплант в тело клиентки. И вот так имплант находится в организме. Перчатка, она немножко маленькая для этого импланта, но тут очень важна суть. И теперь поговорим о осложнениях. Их два. Момент с онкологией мы вообще исключаем. Вы можете прочесть в интернете, что есть случаи, когда у девушек с имплантированной грудью выявляли рак груди и так далее. Да, но связи именно онкологии с имплантированным имплантом не было доказано. То есть у девушки выявили рак, был установлен имплант, но была ли связь с операцией, не доказана, и я думаю, нет. Поэтому два самых важных осложнения, самых неприятных осложнения, о которых вы должны знать. Первое – это серома. Серома – это когда между капсулой и имплантом собирается жидкость. Жидкость лимфоидного характера. Смоделируем ситуацию. Вот мы вот в эту перчатку наливаем воду. И вот так вот скапливается вот эта водичка между капсулой и имплантом. Как это ощущает девушка? Она начинает ощущать некий дискомфорт. И за счет увеличения вот этой жидкости увеличивается грудь. Серома может возникнуть спустя 2 года, спустя 3, 5, 7 лет после операции. Как лечили хирурги серому раньше? Раньше ее пунктировали. То есть внешне делался прокол, это не больно, жидкость выходила, назначались препараты и все было хорошо. Сегодня просто достаточно, по моей практике, назначить антибиотик, назначить противовоспалительные препараты, и вот эта водичка, она рассасывается и она уходит. Но если серомы очень частые, то есть они возникли не один раз, а 2, 3, 5 раз, то это может привести к дальнейшему осложнению, которое называется капсулярная контрактура. Она возникает и через 1,5 года, и через 2 года, и через 3. Капсулярная контрактура – это осложнение, вызванное тем, что вот эта капсула, она начинает утолщаться. И она утолщается до таких размеров, что становится похожей на вот эту тряпку. Вот такой вот толщины. Вот эта капсула, она начинает сжимать имплант. Получается, грудь, она уменьшается и подтягивается в какую-то сторону, например, вниз или вверх, как правило, вверх. Как это ощущает клиент? У клиентки начинает грудь постепенно побаливать. Это спустя 1,5-2 года. То есть она болит, грудь начинает твердеть. То есть если вы ощутили, что ваша грудь очень твердая, стала со временем по сравнению с другой грудью, и она побаливает, периодически болит, то скорее всего это та самая капсулярная контрактура. Что нужно делать в таком случае? В случае с капсулярной контрактурой извлекается имплант хирургически, то есть делается разрез, имплант мы достаем, и капсула, она тоже удаляется. Разные ассоциации, разные страны дают разный процент возникновения капсулярной контрактуры или серомы. С чем это связано, никто толком до сих пор не знает. Как правило, это связывают либо с оболочкой вокруг импланта, либо с инфицированием во время проведения операции. То есть это либо инфекция бактериальная привела к тому, что эта оболочка начала утолщаться и вот так вот реагировать, либо сама изначально оболочка импланта провоцирует рост вот этой капсулы, капсулярной контрактуры. Точных достоверных фактов нет, у разных хирургов данные разные. У кого-то на одну фирму большая капсулярная контрактура, у кого-то на другую фирму. Точных данных, еще раз повторюсь, нет, поэтому все очень субъективно. Можно ли разорвать имплант? Может ли он порваться со временем? Некоторые фирмы пишут, что, например, гарантия 10 лет. То есть они предполагают, что спустя 10 лет
где-то как-то оболочка разорвется, но важно помнить о том, и вы увидите в следующих роликах, если имплант, не дай бог, разорвется. А я знаю такие случаи, например, когда девушка попадала в ДТП или когда ей падал гриф во время занятий спортом на грудь. Да, имплант он рвался, но содержимое импланта, вы увидите это в следующих роликах, оно не проникает в ткани, оно остается по сути на месте, и это не влияет на здоровье клиента, то есть это безопасно.